Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чингука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. На этот раз начнем с Чингука. Сразу скажу, что половина видео про Чингука, а вторая половина про Тэхёна. После своего отсутствия Чингук наконец-то появился в поле нашего зрения. Он поменял прическу и стал выглядеть еще более привлекательно. Чингук обновил свой ТикТок и выложил видео, где он жизнерадостно танцует под трек Seven. Также Чингук поставил на аватарку в ТикТоке код Spotify, и если его отсканировать, то он перебрасывает вас на Seven. Вот что значит маркетинг, король промо. А еще у нас есть интересное фото, которое выложила поклонница Чингука. Девушка, кстати, очень красивая. И еще одна фотография от армии. Чингук посетил ресторан Dosan Butchers. Почему все армии такие милые и красивые? А 1 сентября у нашего любимого Чингука был день рождения. В свой день рождения Чингук написал нам небольшое послание. Он поблагодарил всех армий и признался в любви, пожелал счастья. Также написал, что он счастлив. В свой праздничный день он провел трансляцию. Рассказал, что он ходил на тренировку и проведет этот день счастливо и наконец-то выспится. И еще показал нам карточный фокус. 3 сентября вышло интервью Чингука для Ask Anything Chat. Он дал достаточно ответов. Вот некоторые из них. Вопрос. Когда ты в последний раз хорошо спал ночью? Чингук. Я не могу спать эти дни. Думаю, мне пора сменить постель. Я думаю, что лучше, когда кровать мягкая, но пружины моей кровати довольно эластичные, и я использую деревянную подушку. Также он рассказал, что простуда его до сих пор не покинула. Выздоравливай, наш милый Чингук. 5 сентября Чингук прибыл в международный аэропорт Инчхон, чтобы отправиться в США. Его тепло встретили представители южнокорейских СМИ и репортеры, собравшиеся в аэропорту, чтобы сделать фотографии для прессы. Естественно, не обошлось и без светских бесед. Чингук пообщался с несколькими репортерами. Репортеры и представители СМИ спросили его, как он провел свое день рождения. Чингук ответил, что весь день отдыхал и даже не смог съесть тарелку супа из морских водорослей, поэтому не смог полноценно отпраздновать день рождения. Миюгук подается женщинам после родов для восстановления сил. Считается, что если съесть миюгук на завтрак в день своего рождения, то он будет приносить удачу имениннику весь год. Поэтому супу из морских водорослей в Южной Корее, особенно в день рождения, придается большое значение. Также он порадовал публику милым танцем, посылая сердечки тем, кто находился в аэропорту. И в заключении. Чингук станет сохедлайнером фестиваля Global Citizen 2023. Чингук выйдет на сцену на мероприятии 23 сентября в Центральном парке Нью-Йорка. Global Citizen – фестиваль, цель которого призвать мировых лидеров заняться решением таких проблем, как климатический кризис, равенство женщин и бедность. Он сказал, фестиваль проливает свет на важные дела и стимулирует действия, и я рад принять в нем участие. Теперь обсудим Тэхёна. Начнем с того, что Тэхён появится на шоу Инкигайо и выступит со своей песней Slow Dancing 10 сентября.
30 августа Тэхён порадовал нас тем, что вышел в эфир. Он решил послушать с нами музыку и повеселиться. Он слушал рок-музыку. Бедная бутылка, что он только с ней не делал под ритмы музыки. Показал нам всем сердечко, наш милый друг. Потом еще раз вышел в эфир, чтобы послушать кавер Даниэль на песню Rainy Days. Затем вышло шоу Dingo Story с Тэхёном. Тэхён провел день с Арми по имени Хайон, которая готовилась к экзаменам для поступления в военную школу. В прошлом году она провалила вступительный офицерский экзамен. Девушка очень переживала и нуждалась в поддержке. Чон Ви, безусловно, ей помог. Поклонники отмечают, что Тэхён не только очень хорошо воспитан, но и заботлив. Например, в начале программы он предложил девушке переодеться, ссылаясь на жару и плотность одежды. Все мы в восторге от его обаяния и нежности. Тэхён невероятно красив, мил, воспитан и вежлив. 2 сентября мы увидели Ви на шоу Пиксит. Формат же шоу заключается в том, что артисты притворяются теми, кем не являются, и пытаются обмануть других участников шоу через переписку. Все участники являются владельцами кошек, и только у Тэхёна, как мы знаем, песик Йонтан. По легенде, Тэхён является владельцем кошки уже 3 года. Он посмотрел много видео с котами и изучил их, чтобы выдать себя за владельца кошки. Вот как бы его котик. Но, к сожалению, Тэхён не был столь убедителен, и участники его раскусили. Общие снимки с участниками. Какой же высокий наш парень. Вот что еще из новенького. Love Me Again Тэхёна и Seven Чунгука были выбраны любимыми песнями лета. Итак, продолжим. На днях мы увидели тизер предстоящего выступления Тэхёна Love Me Again на ютубе Н-поп. Наш невероятный. Я просто с ума схожу от его родинок. А 11 сентября выйдет шоу Шучита с участием Тэхёна. Готовьтесь, это будет один из самых смешных и легендарных эпизодов. И как же круто Юнги представил Тэхёна. Юнги. Самое красивое лицо в мире, мужчина-айдол, идеально подходящий для рекламы кофе. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый набор подписчиков в социальных сетях по всему миру. Кстати, моменты шоу. Настоящие мужья. Тэхён был замечен на мероприятии Freeze Seoul 2023 Paradise Art Night. Тэхён посетил выставку Кит Харинга «Любовь в раю». Еще один гей-художник. Также порадовали нас прекрасными фотографиями. Как ему идет леопардовый принт, особенно хорошо сочетающийся с этим цветом волос. Кстати, блузка из женской линии Селин. Тэхён появится на Эмчиндао, где исполнит 2 песни. Предварительная запись пройдет 12 сентября, а трансляция 14 сентября. Будем с нетерпением ждать. Канал Spotify на YouTube обновил свой заголовок с фото Ви. Каждый день в 19:00 по корейскому времени с 6 по 12 сентября. Согласно заголовку, на их канале будет появляться новый контент Тэхёна. Тэхён для K-pop on Spotify. Он такой милашка. А не так давно мы лицезрели на шикарном авто брутального Чунгука. 6 сентября Тэхён появился в эпизоде шоу UQ's on the Block. Эпизод, организованный Юджи Соком, и Чо Си Хо, обещал откровенные разговоры и моменты по душам, и он, безусловно, удался. Тэхён продемонстрировал свое остроумие и обаяние, что с самого начала произвело впечатление на ведущих и аудиторию. Одним из самых интригующих аспектов личности Ви была его откровенность.
Он не сдерживался, рассказывая о ключевых моментах и личных историях, которые определяли его жизнь. Среди основных моментов были его размышления о своем первом в истории прослушивании, его глубокая связь со своей бабушкой. Ви. Я жил с бабушкой около 16 лет. Мы спали вместе, и она меня обнимала. Бабушка внезапно умерла. Это было во время моего выступления. Запись его предстоящего альбома в доме Чонгука. Ви. Чонгук меня направлял и давал полезные указания. И постоянная поддержка его отца. Ви. Мой папа плакал после просмотра этой передачи. Отец говорит: единственное, что остается, это наша семья. Даже когда я спал, папа шептал мне это. Также он признался, что подражал голосу отца. Тэхён рассказал про своих брата и сестру, которые никому не рассказывают, что он их брат. 7 сентября у песика Тэхёна Юнтана был день рождения, и многие поклонники пожелали здоровья и долгой жизни этому прекрасному пушистику. 8 сентября вышел сольный долгожданный альбом Тэхёна «Лайовер». Ви говорит, что «Лайовер» – альбом, который на 100% отражает его предпочтения. Тэхён, если выразить мой сольный альбом одним словом, надеюсь, что вы будете думать, что я будто нахожусь у вас в гостях. Вышел клип к треку Slow Dancing. Клип просто невероятный, летний и свежий. В начале видео Тэхён такой легкий и окрыленный. Несмотря на трудности в отношениях, он не теряет надежду на счастливое продолжение и не собирается унывать. Тэхён выбрал этот трек заглавным, так как он отражает его сущность и характер. Тэхён очень романтичный и нежный. 14 октября у Тэхёна пройдет офлайн фан-митинг, где будут присутствовать 1400 армии. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!